Здорово, легенды! Сегодня расскажу вам про такую игру, как Quantum Break. В свое время, к сожалению, мой комп ее не тянул, поэтому она прошла мимо меня. А сейчас решил наверстать упущенное. Кстати, вышла она в 2016 году, а разработчики у нее Remedy. Ну давайте не будем затягивать. С вас лайк, подписка, комментарий и прожатый колокольчик. Погнали. Игра встречает нас пересказом сюжета, но мы это сразу скипаем, поскольку я тут, чтобы пересказать вам сюжет. Через некоторое время узнаем, что это не пересказ игры, а интервью главного героя. И, кстати, вот он. Если вы смотрели Люди Икс или Пацаны, то вы сразу его узнали. Ну и тут он выдает. Ладно, с чего начнем? Спрашивайте. Сколько ты зарабатываешь? После недолгого вступления узнаем, что наш главный герой по имени Джек приехал к своему другу Полу. Мол, Пол пригласил Джека, потому что нужно обкашлять пару вопросиков, связанных с каким-то научным проектом. А мы взяли и приехали. Ну ладно, погнали дальше. По ходу находим протестную листовку. В данной листовке нам предлагают присоединиться к акции протеста 8 октября, поскольку корпорация Monarch Solutions собирается снести гордость данного университета, историческую библиотеку. Ну и в это время нам звонит Пол, который говорит: Все готово, и все в сборе. Тебя не хватает, тебя не хватает. Двигаем дальше и находим испорченное граффити с подписью «То-то». А слева от него валяется пьяный митингующий. Как говорится, если ваш митинг не похож на это, меня даже не приглашайте. Чуть позже находим девушку, имя которой узнаем из субтитров. Насколько я понял, она лидер митингующих. Ну и она говорит нам: если хочешь позлорадствовать, иди нахер. А мы такие: да не, мы в 4 утра друга ищем. Рядом с Эми находим плакат, который повествует нам о том, что нет-нет, да и раз в год Monarch Solutions снесет какое-нибудь историческое здание, чтобы построить там свою лабораторию. Все дружно говорим Эми пока и двигаем дальше. По дороге к университету встречаем типа по имени Лиам Берг. Пока он нам вообще не интересен, Джек делает ему замечание, что тот дико похож на копа. У стен университета находим статью про доктора Кима, из которой нам становится известно, что он недавно скончался. И прямо рядом находим статью про нашего друга Пола, из которой узнаем, что он на данный момент самый молодой и успешный руководитель проекта данного университета. Как говорится, рад за него, но не всем сердцем. И наконец попадаем в сам университет. Ну деньги тут явно присутствуют. Джеку нравится. Но тут нас окликивает чей-то голос, и мы узнаем в нем нашего старого друга Мизинца, точнее Пола, а.к.а. Толстосума. Ну ладно, говорит, хорош обниматься. Но мы, как человек, никогда не видевший такую дорогую технику, бежим к компу. На мониторе видим письмо, в котором говорится о том, что наш братец Уилл что-то учудил, и надо аннулировать его пропуск в данное заведение. Следуем за Полом и говорим: ну давай, показывай, чем вы тут, занимаетесь. Ну и Пол не растерялся, сразу презентацию врубил и начал затирать, какое человечество великое. Говорит, твой брат Уилл несколько лет назад открыл такие частицы, как хрононы, и мы теперь, прикинь, время умеем контролировать. Круто? Ну, нам ничего не остается, как сказать, круто. Мы только что компьютером удивлялись. Пол говорит: что-то ты засиделся, пойдем прогуляемся. Заодно и лабораторию тебе покажу. Я на 100% уверен, что Джек, прочитав знак «Посторонним вход запрещен», ни на секунду не сомневался, заходить туда или нет. Единственное, что смущает, это появившееся сообщение о том, что до некого разлома осталось 5 минут. Из диалога между Полом и Джеком понимаем, зачем он нас все-таки сюда позвал. Ему нужен надежный человек, поскольку Уилл покинул проект из-за того, что сошел с ума. Ну, звучит как план. Я вот одного только не понимаю. Полу вообще пофиг, что мы не ученые. Также находим записку, в которой говорится, что Уилла позвали на этот проект, поскольку он единственный, кто шарит в этой теме после смерти доктора Кима. Ну и выперли Уилла с проекта, поскольку он разубедил всех инвесторов. Ну блин, братан, no money, no honey. И Пол тут еще выдает: знаешь, дружище, этот проект не то чтобы легальный, и я вот до конца думал... Взял, короче, вот первый раз такое было сейчас. Ну теперь-то мы точно сядем. Но нам говорят, пора бы уже эксперимент проводить. Видишь, вот тот рычаг, тяни его, он активирует ядро. Но я с детства на все приколы с тени подкидываюсь, поэтому тяну. Идем в следующую комнату, он выдает нам ключ, говорит, надо одновременно повернуть, как когда ядерную ракету запускаешь. Ну ё-моё. Ну мера предосторожности, так мера предосторожности. Ну поехали, повернули ключи, и тут наконец-таки мы понимаем, что это изобретение не что иное, как машина времени. Выглядит она тут реально круто. Но раз запустили, то погнали испытывать. Работает вроде просто. С консоли вводишь дату и время и готово. Пол говорит, видишь красную кнопку? Ну, теперь отправляемся на 2 минуты в прошлое. Но стоит Полу сделать несколько шагов, как из машины времени выходит тоже Пол.
только из будущего. Джек я пока тоже ни хера не понял. И Пол из будущего говорит нашему Полу: давай заходи в машину, надо завершить цикл, чтобы ничего не сломалось. Сейчас постараюсь объяснить вам, как здесь работает время. Мы все с вами привыкли к этой теории мультивселенных, но тут это скорее цикл. Сейчас еще наглядно изображу. В мультивселенной измененное действие в прошлом может образовать новую временную ветку. Здесь же время работает по принципу петли, когда все возникшие события являются взаимной причиной возникновения друг друга. То есть, если бы не было Пола из настоящего, не появился бы Пол из будущего. Как курица и яйцо. Ну, вроде стало чуть-чуть яснее, но пока мы с вами разбирались со временем, в лабораторию врывается Уилл с пистолетом наперевес. Говорит, надо срочно все останавливать, потому что это слишком опасно. Но он попробовал. Бум, взрыв. Консоль выдает ошибку, а значит Пола отправляет хер пойми куда. Джек, очнувшись после взрыва, понимает, что время остановилось. Блин, и очень круто тут это реализовано, вот этот глич-эффект вообще класс. Находим брата и говорим ему: в море волнуется, раз дома поиграем, погнали. Пока Уилл приходит в себя, идем вытаскивать Пола, но, к сожалению, дверь заклинила. Он говорит: другого пути нет, пойду через машину. Но он-то еще не знает, что консоль все, хана. Ну и как назло, именно в этот момент в лабораторию врываются солдаты Monarch Solution. А это значит, пора валить. Проходим по нижним этажам, но на нас натыкается солдат. Он открывает огонь, а у нас-то оба! Суперсилы. Мы быстренько спасаем брата, выхватываем пистолет и убиваем солдата. Вот мне интересно, а Джек вообще кто? Пробираемся дальше по лаборатории, пытаясь открыть дверь ключ-карты Уилла, но вспоминаем, что она недействительна, поэтому действуем дедовским методом. В данной комнате находим письмо, в котором сотрудница университета выражает свои опасения по поводу проекта Пола и говорит, что все данные о проекте заблокированы неким Мартином Хэтчем. И вот спустя час мы доходим наконец до первой перестрелки. Напомню, что игра в жанре экшен-адвенчер. Но зато хоть час постреляем. Но в принципе все, постреляли. Ну ладно, вы реально думали, что тут просто одного врага убить надо? Но упаковываем еще двух, а вот теперь все. Шаримся по этой комнате и находим доску с какими-то уравнениями. Тут же подлетает Уилл и говорит: ничего без меня решить не могут, и меняют там какие-то парочку переменных. Появляется сообщение, сигнализирующее нам о том, что мы совершили некое действие, последствия которого можно будет увидеть в дальнейшем. А мы движемся дальше, попутно отстреливая пачки врагов. И, честно говоря, оружие здесь ощущается не очень. В той же GTA 5 намного приятнее. Тут находим сообщение, адресованное Лиаму Берку. Ну, мужику, который у института терся. Некий Чарли Уинкотт накопал информацию на главу митингующих, Эми Феррера. И если они хотят их шантажировать, то лучше заходить через нее. Сваливая из института, попутно спрашиваем у Уилла: а вообще можно как-то починить время? Он говорит: конечно, у меня все схвачено, нужен только противовес. Но его надо найти. Время останавливается, это значит, что можно покинуть универ без перестрелок. И попутно разоружим всех солдат. Также находим сообщение об операции Монарха, в ходе которой они должны выкрасть ядро из машины времени и доставить в свою лабораторию. А пока мы двигались к машине Уилла, чтобы свалить отсюда побыстрее, он скажет, что знал, что именно так и произойдет. Мы спросим как, он назовет лишь имя — Бет Уайлдер. А когда мы выходим на парковку, окруженную спецназом, обнаруживаем у себя орлиное зрение. Ну или, проще говоря, способность видеть врагов сквозь стены. Добираемся до машины и обнаруживаем, что Джек теперь умеет видеть прошлое. Казалось бы, вот и все, пора сваливать, но, к сожалению, Уилла берут в заложники. Зайдя в здание, получаем пулю в затылок. Ладно, раз нас сразу не убили, значит это свои. Кстати, узнаем, что это и есть Бет. Во-первых, она нас откуда-то знает, а во-вторых, говорит: иди спасай брата. При переходе в другое крыло замечаем, что кто-то отрубает электричество по всему кампусу. Запомните этот момент, потом все вместе сделаем: а, вон оно что. И вот мы уже внутри библиотеки, врываемся и отстреливаем все живое на своем пути, как Джон Уик. Находим помещение, где держат брата, а нам за это дают способность хронощит. Быстренько раздаем пару голов и спасаем брата. Только мы хотели с Уиллом покинуть библиотеку, как нас окликивает наш старый знакомый Пол. Только он какой-то старый и седой. А еще у него суперспособности. Кстати, именно с помощью них он просто нас вышвыривает из библиотеки. А потом приказывает взорвать ее к хренам, и на наших глазах погибает Уилл. После этого появляется наш старый знакомый Лиам и вырубает нас. Вот и конец первого акта. После недолгого ожидания нас встречает первая развилка. Это такой выбор из двух вариантов, которые нам предстоит совершить. Но что самое интересное, его нужно совершить, играя за злодея. Напишите в комментариях, есть ли еще игры, в которых нужно вершить судьбу за злодеев. Не припомню таких. Но перед тем, как совершить свой выбор, нам показывают кат-сцену, которая Джека Джойса увозит в неизвестном направлении.
Происходит склейка, и мы видим, как Мартин Хэтч, глава Monarch Solution, встречается с Полом и сообщает, что вести о Джеке Джойсе нет, и что Пол давно не был на каких-то процедурах. Нам передают управление за Пола, мы видим, что Monarch Solution все-таки смогли украсть ядро, а также находим досье на Пола, в котором говорится, что он обучался владению оружием в Лаосе, но теперь понятно, откуда у него такие навыки. И наконец доходим до первой развилки. Нам предложены два варианта. В первом мы просто устраним всех свидетелей. Во втором же мы проведем пиар-компанию, в которой обвиним во всех грехах человечества Джека Джойса. Я выбрал второй вариант, поскольку подумал, что Пол поступил бы именно так. После нам показывают флешбэк из жизни Пола. Тогда в машине из-за ошибки в дате назначения он увидел конец времени и то, что у некоторых есть шанс на выживание. И тут начинается сериал. Действие сериала разворачивается параллельно событиям игры. В сериале непосредственно отражается выбор, сделанный нами в прошлом. Сейчас попробую быстренько вам пересказать серию. Эми шантажом заставляют записать видеообращение, в котором она обвиняет Джека Джойса. Лиам не согласен с позицией, что нужно было брать университет штурмом. Далее нам показывают нового персонажа по имени Чарли. Он тут типа главный айтишник. Ему звонит Мартин Хэтч и требует установить местоположение Джека Джойса. Нам вводят немного драмы и показывают, что у Лиама есть беременная жена. Далее следует сцена, в которой мы узнаем, что настоящий глава Monarch Solution — это Пол. Также нам вводят еще одного нового персонажа, имя которого нам пока неизвестно, но видно, что они на короткой ноге с Чарли. Лиам пригоняет по координатам Джека Джойса и видит там Бет, которая снимает с него наручники. Назревает конфликт, но пока они решают, кто выстрелит первый, Джек успевает сбежать, прихватив с собой пару стволов. Бет рассказывает Лиаму о проекте Ковчег, но их прерывает ворвавшаяся группа захвата, с которой они с легкостью расправляются. В Монархе узнают, что среди них скрывается предатель. А наш айтишник, просматривая записи местонахождения Джека Джойса, видит на них Лиама. Короче говоря, Чарли поднимает тревогу и начинается охота на Лиама. В ходе долгой погони Лиама ловят. Все, переезжаем во второй. Начинается геймплей и нас знакомит с механикой улучшений. Ну, довольно просто. Находишь очки и прокачиваешь способности. Проходим через несколько маленьких помещений и попадаем в большое. Тут все просто. Стреляем, убиваем. После боя с нами связывается Бет и снова сообщает, что она на нашей стороне. Забираемся повыше и спасаем Эми из лап Монарха. Вместе с Эми выдвигаемся в доки, поскольку по последней информации Пол находится именно там. Натыкаемся на запись признания Эми, она извиняется. Ну ничего, мы сегодня добры. Она говорит: вон там карта на стене, иди посмотри, куда тебе нужно. Очень пристально всматриваемся в карту и понимаем, что нам в мастерскую. Ну погнали, пробираемся через полчища врагов, а еще нам новую способность дали. Пробравшись через несколько тысяч врагов, наконец попадаем на улицу. Там неподалеку находим трейлер, в котором хранится ключ от мастерской Уилла. А еще находим письмо от крысы, от Мартина Хэтча, адресованное некой Кларисе Агави, в котором говорится об организации операции подрыва лаборатории Кима. Об этой операции лучше Полу не знать. На пути к докам нас знакомят с новым типом солдат. Чуваки, вооруженные ранцами, позволяющие им двигаться даже при остановленном времени. Мы находим самое имбовое оружие в игре — карабин, и нам все нипочем. Попадаем в одну из мастерских Уилла. Здесь нам в таймлапсе показывают производство машины времени. И, кстати, противовес. Дальше на одном из компьютеров видим сообщение от Чарли, в котором говорится, что он поднял тревогу, поскольку Эми сбежала. И еще мобильную лабораторию, в которой узнаем, что Пола пытаются вылечить от некого хроносиндрома. Тут же узнаем, что у Бет есть союзница, Фиона, девушка из кабинета Чарли. Ну и наконец добираемся до доков. Пытаемся с пистолета сбить вертолет, в котором находится Пол, но ему это не нравится, и он решает обрушить доки. Пол улетел, а тем временем мы пробираемся через обломки, используя наши сверхспособности. Ну и видим то, что здесь над левел дизайном прям постарались. В общем, наконец выбираемся, и нас сразу встречают солдаты. После битвы вылезаем на поверхность, где нас уже ждут Бет и Эми. Дальше держим путь в бассейн Брэдфорд, ведь именно там располагалась секретная мастерская Уилла. Ключ, который мы нашли до, не подходит, значит нужно искать обходной путь. В его поисках натыкаемся на такси. Джек упоминает, что именно на этом такси он приезжал в университет. После того, как мы все попали внутрь, натыкаемся на телевизор с посланием для Бет. Послание от Уилла датируется 2010-м, но на минуточку действие игры разворачивается в 2016-м. Вскоре попадаем в бассейн и обнаруживаем еще одну машину времени. На данный момент план такой: нужно вернуться в 2010 год, забрать оттуда противовес и остановить с помощью него разлом. Попытавшись активировать машину времени, ребята поняли, что у них ничего не выйдет, но есть человек, который им сможет помочь. София Эмерл, ученая из Monarch Solution. Она должна появиться на праздничном вечере в особняке Пола. Вы скажете: да там столько охраны будет, как туда попасть? Но походу у них есть план. Конец второго акта, а значит вторая развилка. С самого начала нам показывают Пола, который выдает базу в духе: Я, блядь,
в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь. Двигаясь к развилке, попутно находим письмо о смерти Генри Кима. Все ссылаются на несчастный случай, но до конца так и не понимают, что на самом деле произошло. Ну все, развилка. В первом варианте нам предлагают самостоятельно допросить Джека, поскольку дружба важнее денег. Но мы выбираем второй вариант и поручаем Мартину Хэтчу допросить Джека, пока мы занимаемся делами по вечеринке. И снова флешбэк из жизни Пола, из которого мы узнаем, что Пол видел конец времен и попытался сбежать от него аж в 99 год. И попытавшись изменить судьбу, сам же обрек себя на погибель. Выбор сделан, ставок больше нет, значит второй эпизод сериала. В открывающей сцене нам наконец-то показывают те самые процедуры Пола, а также сообщают, что они уже не так эффективны, как раньше. Действие переносится в особняк Пола, где Фиона пытается набухать Чарли, чтобы узнать у него какую-то информацию. Пойманных Лиама и Джека везут в неизвестном направлении. Лиам уговаривает охранника выпустить его в туалет, и теперь проблема со стулом уже у охранника. Лиаму удается перехватить Фиону и Чарли, а также Чарли узнает, что у Фионы и Лиама одна цель. С помощью Чарли им удается проникнуть на территорию лаборатории Монарха, где они натыкаются на информацию о хрономутированных организмах и понимают, что один из них сейчас в клетке. Им оказывается доктор Ким. А нам пока показывают сцену допроса Джека, в которой Хэтч почему-то, стоит как гигачат. После небольшого монолога Хэтча на тему того, что у них с Полом абсолютно разный подход к делам, он оставляет ключ от наручников. В лаборатории срабатывает сигнализация, а значит время уносить ноги. Но как только Фиона делает шаг за порог, она попадает в нулевое состояние. В ходе перестрелки Лиаму удается достать 2 жилета, с помощью которых можно обходить данное состояние. Как только Чарли надевает жилет, он бежит как крыса с корабля. Но буквально через несколько секунд нулевое состояние пропадает, и Лиаму с Фионой удается сбежать. Вот такие вот были 2 акта. Я решил разбить игру на 2 видоса, поскольку в основном эти видео предназначались для ребят, которые на стриме не успевали посмотреть прохождение, но буду очень рад, если вам понравилось. От вас осталось только поставить лайк, нажать на колокольчик и обязательно подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую часть. До новых встреч, легенды!